Каждый день тысячи игроков заходят в GTA Online и тупо сливают время. Вы гуглите, как заработать первый миллион в GTA 5 за час. А потом идете покупать красивую тачку, которая не приносит ни цента. Забудьте этот мусор. Сегодня я покажу, как заработать первый миллион в GTA 5 правильно. И выстроить империю, которая будет печатать деньги, пока вы спите. Мы разберем лучшие способы заработать деньги в GTA 5 Online. Я дам вам жесткую базу и ультимативный тир-лист всех бизнесов в GTA Online 2026. Только цифры, окупаемость и лучший пассивный заработок GTA Online без больших вложений. Также дополнительные материалы, таблицы и расчеты найдете в моем телеграме, ссылка под видео. Погнали! Давайте смотреть правде в глаза. Сейчас в GTA Online почти никто не начинает с голым задом. У большинства из вас есть стартовый набор преступной организации, а значит, на счету уже лежат какие-то бабки и пара бесплатных сараев. Главная ошибка новичков – слить этот подарочный миллион в первый же день на крутую тачку или шмотки, а потом остаться ни с чем. Вы открываете YouTube, смотрите очередной гайд по доставке пиццы к GTA и тратите часы своей жизни на этот копеечный скам. Мы строим здесь преступный синдикат, а не работаем курьерами. Вам нужно приумножить стартовые деньги, вообще их не трогая. Для этого идем к Винсенту. А мой Clockenbell Solo Guide станет золотой схемой на старте. Почему именно он? Этот налет не требует от вас покупки вообще никакой недвижимости. А теперь главная математика. Вы делаете короткую подготовку в свободной сессии и забираете фиксированную награду $500 тысяч чистыми. Кулдаун на повторный запуск для соло-игрока составляет 48 минут, то есть ровно одни игровые сутки. Сейчас я не буду тратить время на нудные маршруты. Весь пошаговый стелс я жестко разберу в отдельном видео. Подпишись сейчас, чтобы не пропустить. Кратко. Ваша задача – сделать этот налет пару раз, собрать финансовую подушку, а в те 48 минут, пока висит откат, мы идем забирать ваш первый мощный бизнес. Итак, у нас висит кулдаун от Винсента, а в кармане лежат первые $500 000. Тратить их на спорткары – преступление. Эти деньги пойдут в дело. И главный вопрос на этом этапе звучит так. Кислотная лаборатория – как получить бесплатно в 2026? Отвечаю. Едем вокруг Блейн, находим Дакса и проходим 6 сюжетных миссий. Первая доза. По финале вы забираете тяжелый грузовик Bricade 6 на 6 абсолютно даром. Но есть нюанс. Пустой грузовик – это кусок железа, который производит товар слишком долго. Чтобы он начал печатать реальные деньги, нужен апгрейд оборудования за $750 тысяч. Он разблокируется после того, как вы выполните 10 заданий Дурил по звонку Даксу. Вот тут-то нам и пригодятся те самые деньги с Clockenbell. Чтобы вы не запутались в этих миссиях, я сделал для вас пошаговый стартовый гайд «Кислотная лаборатория». А если вы хотите выжать из производства максимум и сделать реальный бизнес-подход, переходите в мой телеграм. В GTA Online кислотная лаборатория. Гайд о ней – это только вершина айсберга. Расчеты, секреты и нужные файлы я могу оставить только в телеграме. Цифры говорят сами за себя. Кислотная лаборатория GTA Online, гайд и мои посты с расчетами докажут вам, что это абсолютная мета для соло-игрока. Полностью забитый склад продается за 335 тысяч в закрытой сессии, а если продавать в открытой лобби с бонусом за риск больше $500 000, это чистый пассивный доход. Позвонили, купили сырье за 60 тысяч пару раз и пошли дальше заниматься своими делами. Детальную схему того, как получить кислотную лабораторию бесплатно и быстро открыть апгрейд, смотрите по подсказке в углу, а мы двигаемся к следующей стадии. Пора обзавестись легальным фасадом и начать делать серьезные дела через агентство. Теперь нам нужен легальный фасад и статус шефа, чтобы открыть доступ к крупной игре. Для этого нужен офис. Новички часто сразу пытаются выбрать лучший офис SEO в GTA 5. Сравнение всех локаций сейчас неуместно, так как нам надо не тратить деньги, а зарабатывать. Функционал всех офисов абсолютно идентичен. Ваша задача – взять самый дешевый Maze Bank West за $1 000 000 или вообще забрать его бесплатно, если у вас есть стартовый набор. Это просто галочка для системы. А вот куда реально надо инвестировать заработанные на кислоте и ограблениях деньги, это в агентство. Это ваш билет в высшую лигу. Агентство дает 3 вещи. Доступ к VIP-контракту доктора Dre, который стабильно приносит $1 миллион, контракты по безопасности и ультимативный пассивный сейф. Чтобы этот сейф приносил максимальные $20 тысяч каждый игровой день, вам нужно выполнить 201 контракт. Звучит как гринд,
но это инвестиция на всю жизнь вашего аккаунта. Чтобы оптимизировать этот процесс и не тратить время на долгие миссии, посмотрите мой гайд Saves GTA Online, а также гайды по контрактам GTA. Там я показываю, какие контракты брать, а какие сбрасывать, чтобы набить статистику максимально быстро. VIP-контракт Доктора Dre — это стабильный $1 миллион за 1,5 часа ненапряжных миссий, которые можно фармить по кругу или чередовать с миссиями Винсента. Быстрые контракты делятся на заказные убийства по таксофону от Франклина. Выполняете дополнительные условия устранения и забираете легкие 45 тысяч баксов буквально за от 5 до 10 минут. И контракты по безопасности. Сами по себе они приносят до 70 тысяч за миссию, но их главная ценность не в этом. Они прокачивают ваш настенный сейф. И когда мы заложили железобетонный фундамент, у нас есть пассив с лаборатории и сейфа, есть статус и капитал. Синдикат работает, пассив капает, сейфы забиты наличностью. Теперь мы выходим на охоту за по-настоящему большими деньгами. Вы берете заработанные миллионы и покупаете подводную лодку «Касатка» за 2,2 миллиона. Касатка — это ваш манифест абсолютной независимости. Она открывает доступ к острову Кайо Перико, и вы делаете там абсолютно все в соло. Тут есть один критически важный нюанс, о котором молчат многие ютуберы. Базовая подлодка — это только половина дела. Плавать к ней на резиновой лодке — это ад. Поэтому, как только появятся первые свободные деньги с острова, вы обязаны докупить вертолет Sparrow. Он паркуется прямо внутри субмарины и экономит вам десятки часов на перелетах во время подготовительных миссий. Да, Rockstar несколько раз жестко нерфили это ограбление. Они резали выплаты за главную цель, меняли кулдауны и делали охранников зрячими. Но давайте смотреть на цифры. Это все еще абсолютно имба. И самый быстрый способ заработать $1 миллион в игре. Чтобы не сидеть в кустах часами, вам нужен правильный выверенный маршрут. Или везение, чтобы выпала дорогая цель и можно было на тяп-ляп закончить с этим побыстрее. Мой актуальный гайд Кайо Перико закрывает абсолютно все вопросы по этому ограблению. Там я пошагово показываю, как я прохожу это ограбление. Спойлер, у меня необычный подход к этому, но это отдельным видео. Математика тут железобетонная. У вас уходит около 45 минут на подготовку сессии и до 15 минут на сам финал. Итог: $1 миллион с лишним у вас в кармане. И самое главное, как встроить это в свою империю. У Кайо Перико для соло игроков есть системный кулдаун 2 часа 24 минуты реального времени. Что мы делаем в это время? Мы запускаем контракты агентства, продаем партию кислоты и забираем кэш из сейфов. Можем еще раз сделать контракт Dre. Эта финансовая петля работает без сбоев и превращает вас из уличного барыги в реального мафиози. Раньше Кайо имел множество глич-механик, игроки лутали его до дна. Ходили через стены и издевались как могли. Насколько я знаю, сейчас это все прошлое. Но если ты знаешь какой-то глич, напиши в комментариях. Выложу это в посте, в Телеграме. Также в Телеге уже сейчас будут лежать данные по цифрам и еще кое-что интересное. Так что заходи. Деньги текут рекой, остров грабится, сейфы забиты наличностью. На этом этапе многие устают от жесткого милитари гринда и хотят простого разнообразия. Нам нужна перебивка, которая приносит фан и стабильный кэш. Мы начинаем строить автомобильную империю. Первый логичный шаг на этой стадии – покупка мастерской. Стоит ли покупать автомастерскую в GTA Online сейчас? Мой ответ – однозначно да, потому что это 3 бизнеса в одном. Во-первых, это легальный заработок. К вам пригоняют машины NPC, вы их тюнингуете по списку и доставляете клиенту на карманные расходы. Во-вторых, для ваших личных тачек мгновенно открываются все заблокированные краски и дается огромная скидка на детали. Но самое сочное – это доска контрактов. Это серия мини-ограблений от Сесанты и KDJ. Жемчужина этой доски – контракт на лед на банк Union Depository. Вы делаете 2 короткие подготовки в свободной сессии и сам налет за от 20 до 25 минут в соло, забирая $300 тысяч чистыми. Это идеальная драйвовая активность, пока висит 2-часовой кулдаун на Кайо Перико. Проходить это достаточно быстро, надо сделать немного подготовительных заданий, само ограбление и уйти от полиции. Мое прохождение вы сможете увидеть по подсказке или в ссылках в описании. Также важно, не забываем, что в телеге есть краткие данные по всему видео, подсказки и новости из мира GTA, которые вы не узнаете у других блогеров.
А мы идем далее. Сразу после мастерской мы инвестируем в утилизационный цех. Многие новички смотрят на ценник прокачанного здания и сомневаются, Salvage Yard в GTA Online стоит ли покупать. Этот бизнес отбивает каждую вложенную копейку и дает шикарный гибридный доход. Он работает в двух направлениях. Первое – легальный распил. Вы покупаете эвакуатор, привозите брошенные тачки с улицы, и ваши сотрудники начинают их разбирать. Этот процесс генерирует чистый пассивный доход в ваш сейф. До 24 тысяч долларов каждый игровой день. Вы просто катаетесь на эвакуаторе пару раз за сессию, а сейф наполняется сам по себе. Второе направление, как ты уже увидел, достаточно интересное по контенту. Это крупные автоугоны. Каждую неделю игра выдает вам 3 уникальных контракта на кражу элитных тачек с масштабными подготовками в стиле сюжетных миссий. Угнали машину за от 300 до 400 тысяч долларов. Бизнес крутой, но требует грамотной настройки. Чтобы понять, какие апгрейды обязательны, а на какие не стоит тратить миллионы, в GTA Online утилизационный цех, гайд, который вы найдете в описании, поможет вам разобраться. Там я разложил по полочкам всю математику распила и тайминги эвакуатора. И еще кое-что важное. Если ты не увидел какое-то видео в описании, оно еще в разработке, так как я хочу выдать качественный контент и помочь тебе быстро и правильно начать играть. Поэтому подписывайся на YouTube и телегу, так ты ничего не упустишь и поможешь мне, чтобы я не терял мотивацию и делал видео дальше. Автобизнесы дают драйв, Кая Перика дает миллионы, но жесткий гринд рано или поздно выматывает. Мы дошли до стадии, когда ваш капитал должен работать на вас. Пора строить настоящую империю пассивного дохода. И тут на сцену выходят тяжеловесы. Сначала мы инвестируем в бункер. Это не только доступ к разрывным патронам и тяжелой технике, но и отличный фоновый заработок. Новички часто путаются. Покупать сырье или воровать его? Какие улучшения брать обязательно, а какие проигнорировать? Мой полный гайд по бункеру закроет все эти вопросы и выведет вас в жесткий плюс. Главная жемчужина эндгейма – это ночной клуб. Многие не понимают фишку. Стоит ли покупать ночной клуб? Запомните раз и навсегда. Это абсолютный венец вашей криминальной империи. Сам по себе танцпол приносит 50 тысяч долларов каждый игровой день прямо вам в сейф. Но настоящая магия происходит глубоко в подвалах. Клуб автоматически, бесплатно собирает товары со всех остальных ваших бизнесов из бункера и складов мотоклуба. Вы вообще ничего не делаете, не возите сырье, а товар копится сам. Нужно только сделать в итоге одну поездку и получить больше миллиона. Разный транспорт нужен для доставки разного объема товара. Если у вас маленькая партия на складе, хватит маленького минивэна с пулеметом. Если большая, грузовик с зенитной установкой и броней на более чем 10 выстрелов. Но тут есть важная хитрость с назначением техников и подбором правильных предприятий. О том, как правильно настроить ночной клуб GTA 5 для прибыли и выносить с одной продажи более $1 миллиона, я снял отдельный подробный разбор. Имея раскачанную связку из этих предприятий, вы закрываете вопрос с деньгами навсегда. На данный момент это объективно лучшие бизнесы GTA, которые генерируют капитал и не требуют от вас постоянного гринда. Многие путают пассивный доход с тем, что делать вообще ничего не нужно. Это не совсем так. И от вас требуется все же иногда сделать продажу товара или какое-то другое действие. Но это не каю, когда вам надо постоянно в течение часа-двух делать подготовку и само ограбление, поэтому называть это пассивным доходом правильно. Даже сейфы часто требуют каких-то действий, как тот же сейф ночного клуба. Иногда надо вышвырнуть из него дебошира или отвезти пьяного VIP-клиента домой. Когда ваш заработок уходит за отметку в 100 миллионов, вы уже купили основные бизнесы, все предприятия работают как часы, вы официально входите в эндгейм. На этой стадии деньги перестают быть целью, если вы адекватный игрок и у вас нет помешательства на фарме. Они начинают появляться сами, непонятно откуда и когда нужно, без бодрого фарма. Появляются вопросы типа, стоит ли покупать суперяхту или другие дорогие покупки. И да, ты уже можешь начинать свой флекс. Крепость в океане с системой воздушной обороны и личным джакузи. Это прикольно. Но мы привыкли быть в плюсе. И что, если я скажу тебе, что ее можно окупить практически не выполняя дополнительный фарм, а просто проходя ограбление, которое ты и так прошел бы? Я имею в виду, что если тебе не хватает реального адреналина и пафоса, то финальная точка твоего развития — это легендарный челлендж «Гений криминального мира». Как получить $10 миллионов единоразовым бонусом за этот челлендж. Сейчас я тебе это расскажу.
Это самое сложное и престижное испытание в истории игры. Тебе нужно собрать команду из 4 человек и пройти все классические ограбления Лестера по порядку, на высоком уровне сложности и, самое главное, без единой смерти. Если хоть один из вас погибнет, прогресс обнуляется. Это проверка вашей выдержки и командной работы на прочность. Но когда на твой счет упадет заветный чек, ты поймешь, что официально прошел эту игру, что ты на вершине мира GTA.